Если представить наш мир как организм человека, то чем в этом организме будет являться коронавирус и люди, которые его организовывают? Можно ли их назвать раковыми клетками Вселенной? Или можно назвать данное явление замыслом высшего разума, который через этих людей реализует данное действие? Ну, во-первых, про высший разум, да? Значит, слова высший разум, Бог, Вселенная, природа, с моей точки зрения, равнозначны. Вот знаешь, как это у коммунистов было? Мы говорим партия, подразумеваем Ленин, да? То есть вот у меня то же самое. Я говорю Бог, подразумеваю природа. Я говорю природа, подразумеваю Бог или Вселенная. Ну или высший разум. Это все одно и то же. Ну, в моем мире. Да? Вот. Значит, можно ли говорить о том, как ты написал, что это замысел высшего разума, который через людей реализует данное действие? Понимаешь, мы все замысел высшего разума. Все. То есть любое наше действие, вот ухо чешется. Ухо почесал. Хорошо. Это тоже был замысел высшего разума. Ну, он же так устроил тело, что есть уши. Он так устроил, что эти уши чешутся. А самое главное, вот в чем мудрость великая этого разума. Он сделал так, что есть уши, уши чешутся, есть руки, которыми можно почесать эти уши. Потому что если бы он последний элемент, например, не соблюдал бы, мы бы имели ужасное состояние. Есть уши, они чешутся, а почесать нечем, да? Вот, то есть, ну, все сбалансировано. Даже на этом дурацком примере. Вот, поэтому и коронавирус, эти люди, которые его сделали, ну, если мы встаем на позицию, что это явление искусственного происхождения, а я, в принципе, разделяю эту точку зрения, безусловно. Вот, то есть, с моей точки зрения, все это искусственно, и вирус искусственный, и паника, раздутая вокруг него, все это делается специально. Вот. Но так как мы все с вами части этого мира, а Бог это ж все, да, Бог это ж без ограничений. То есть вы не думаете, что Бог это что-то отдельное от вас. Мы с вами и есть клетки Бога, да? Вот как клетка печени. Она может про вас думать как про Бога, да? Вот, например, Владислав, ты Бог своей печени. Но это же не значит, что печень отдельно от тебя. Печень часть тебя. Потому что ты это все тело. А любой орган это часть тебя. Хотя он маленький, отдельный, и там его сознание по отношению к твоему примитивно. Вот то же самое, да? То есть Бог это и есть все, что вокруг. В прямом смысле этого слова, понимаете? Все Бог, даже вот этот пиджак это Бог. Но это его часть, да? Это кусочек его выражения. Потому что все вместе целое. Да? Все. Понимаете, слово все. То есть нет ничего за рамками всего. Вот это и есть Бог. Поэтому его нельзя называть словом, да? Потому что оно все. И любое слово, какое вы скажете, ну, оно не может отразить, ну, вот этой вот объемности, масштабности. Вот, поэтому и люди, и их замыслы, и в том числе коронавирус, это, конечно же, часть высшего разума. Это первое. А второе, значит, если мир это организм, то чем будет являться коронавирус? Понимаешь, ты как бы заставляешь меня сказать жестокие слова. Вот, ну, как бы я их скажу все равно. Коронавирус в этом смысле, он будет чем-то, что избавляет тело от больных клеток. Что-то в этом роде. Он будет такой вот, я приведу пример, например, сори за тавтологию, я приведу пример на, ну, например, на дыхании, да? Вы знаете, ну, все, кто в нашем проекте уже знают, я фанат, как бы, голод, холод, дыхание, это вообще, это теперь три моих лучших друга. Вот я всегда стою, меня видно вот посюда, да, вы просто не видите. Всегда рядом голод, холод и дыхание. Они у меня как младшие братья. Вот. Значит, допустим, мы берем дыхание, да, ну, там есть разные практики дыхания, многие из них основаны на задержке, да, то есть мы там берем, делаем выдох, например, да, делаем задержку на выдохе и держим ее. Значит, вообще, по идее, тело воспринимает задержку как зло. Ну, почему? Потому что это остановка дыхания. То есть на задержке тело начинает стремительно, с огромной скоростью приближаться к состоянию смерти. 10 минут задержка и как бы все, нет человека, плачущие люди, как бы там, да, трагическое событие и все такое.
Так устроено. То есть тело без воздуха умирает. Должен быть постоянный обмен. Кислород, углекислый газ. Да? Вот. Но, но по мере приближения вот к этому состоянию, к смерти, да, то есть вот эта вот, казалось бы, плохая штука, задержка, она дает невероятный целебный эффект. Потому что в момент приближения к порогу задержки, когда вот это вот начинается у человека, да, у него критически падает уровень кислорода в крови, и тело начинает вибрировать, дергаться, да. Что такое это дергание тела? Это отпускают зажимы. Это мышцы расслабляются, понимаете, они открывают рты внутренние, потому что они хотят вдохнуть, они ищут еще хоть какую-то клеточку, какую-нибудь молекулу маленькую кислорода, да, и зажимы, которые были зажаты там десятками лет, начинают приоткрываться, как ракушки приоткрывают свои створки. Они хотят вдохнуть. А тело-то получает оздоровление капитальное, понимаете? То есть тело теряет какие-то свои там, ну, привычные ощущения, привычные свои вещи, но оно же приобретает что? Более здоровое состояние, да? Переживая эту боль, оно омолаживается, оздоравливается. И все три метода голод, холод, дыхание работают на этом же принципе. Да? То есть вы погружаете тело в состояние приближенности к смерти, и в этом состоянии оно начинает избавляться от болезней, от лишнего, от всего, от всякой каки, которая в теле накопилась, от напряжения, от зажимов, от всяких эмоциональных штук. То есть вроде как человека приближаешь к состоянию к смерти, а у него наоборот все оздоровляется. Да? Тут важно как бы соблюдать грань. Вот вирус то же самое. В каком-то смысле вирус то же самое, понимаете? Большинство людей, большинство людей сегодня живут в совершенно неестественном состоянии. Ну, в совершенно неестественном состоянии. Вот у человека стресс на работе, он пьет таблетки. Но вы понимаете, что такое существо вообще в природе не выживает? Оно не способно справиться со своими эмоциями. Не, я понимаю, что мир так устроен, что он сегодня везде эти таблетки продает, производит и всячески там, ну, побуждает, типа, иди купи таблеточку, иди, вставай, да? И по телеку покажут, и там еще в каком-нибудь клипе кто-нибудь съест, водичкой запьет, такой прозрачный. И потом покажет, как человеку хорошо, он улыбается, напишет, что никаких последствий нет, да? Но по факту-то, ну, вы понимаете, что, например, если вы пьете какие-нибудь антидепрессанты, да, или не справляетесь со своей психикой, но такое существо в природе не выживает. Да? Ну, то есть, с точки зрения организма общего, вы же больная клетка. Да? То есть, вы клетка, которая не может жить. Вот той жизнью, для которой она приспособлена. И ну, такого очень много. Такого очень много. То есть, люди сегодня, как бы, они сильно оторваны вообще от того, что они, как они. Они чуть-чуть малейший какой-то дискомфорт, там, холод, голод, они сразу в истерике бьются и так далее. То есть я сейчас не про смертность от коронавируса говорю, я говорю про эффект паники, конечно же. В этом смысле это что такое? Он проявляет все болезни тела, да? То есть он возвращает людей в реальность вообще, что, ну, ребята, как бы, ну, ваши, я вот видео недавно записал, как с паникой справляться от коронавируса, да? Я закончил ее чем, что, ребята, ваши предки, ну, если вы из России, там, они прошли Вторую мировую, они прошли там кто-то Первую мировую. Они Наполеона как бы победили, там, ну, гражданская война была и так далее, да. То есть разное происходило, разные враги приходили на родную землю, ну и все со всеми справились, да. А сегодня там, не знаю, человек посмотрел ролик на Фейсбуке, он наклонялся, был нормальный человек, поднимает голову, его не узнаете, он в страхе, в ужасе, весь трясется. Ну что это такое вообще? То есть я смотрю на это как бы, ну, у меня реально, ну я и так как бы понимал, что это так. Но вот сейчас ты смотришь на то, как все это работает, ну, остается только руками разводить. Как мы дожили до такого? Как можно настолько оторваться вообще от того, что такое реальная жизнь? Она ведь, ну, вот раз руку протянула и как бы, и все. Да, вот в соседней стране война идет на Донбассе.
Хотя там никто не мог этого представить 10 лет назад. Короче, что делает вирус? Ну, он как бы проявляет, он проявляет больные клетки. Ну, по факту это задержка дыхания, понимаете? В которой тело начинает вот так вибрировать, да? И оно начинает как бы возвращать людей в реальность. Оно начинает показывать, как бы, что вот такие состояния есть у нашего общего тела, что надо научиться в них жить. Что реальность это не то, что вы все время видите в Инстаграме, там, загорелые тети и дяди, там, с улыбающимися лицами, там, и все такое, там, голубое небо, облачка плывут, солнышко светит. Есть вот и вот такое, да, есть пустые полки, есть города, где сейчас трупы негде складировать, их там в церквях хоронят. Держат пока, да, в Италии где-нибудь. Ну и так далее. Это что же жизнь? Ну нельзя же как бы жить и верить, что жизнь это Инстаграм. Поэтому с точки зрения общего организма это исцеляющее действие, в результате которого происходят естественные гибельные последствия, да? Ну то есть тут много чего на самом деле, тут много смыслов. Вот самый главный смысл, с моей точки зрения, для большинства людей, это, конечно, отрезвление. Это возврат в реальный мир. Это вообще понимание, в каком мире вы живете, что кто-то к вам относится как, ну я извиняюсь, но как к стаду, потому что по факту нас просто травят. Да? Ну, если мы встаем на путь, что это искусственное, то нас просто травят. Вот. И это как бы должно отрезвлять людей. Это должно дать им лучшее представление о том, как устроена реальность, в каком мире мы живем. И задаться вопросом, хотим ли мы дальше жить именно в таком мире. Может, что-то стоит в нем поменять, да? С другой стороны, это, конечно же, очень, вот если смотреть уже с точки зрения отдельных людей, которые это запустили, ну, они, по сути, убивают других людей, да? То есть здесь другие посылы. Здесь, например, мы можем, ну, смысл природный какой еще увидеть? Власть показывает, настоящая власть показывает свое настоящее лицо, да? И в этом смысле, если мы понимаем, что, ну, что так нельзя делать, да, то она показывает нам, что она болеет. Сама властная структура, которая сделала это, я не имею в виду сейчас власть там, в каком-то конкретном государстве, это надгосударственные структуры, с моей точки зрения. Ну, то есть это определенные группы лиц, которые мыслят не отдельными государствами, а такой геополитикой в широком смысле. Они показывают, ну, как бы свое реальное отношение, свое состояние внутреннее, да, и так далее. То есть другая уже болезнь нашего общества, да, верхушки нашего общества, она проявляет себя вот в таких действиях. И это тоже смысл. И это тоже смысл. И тоже природный, да, то есть общая часть, общая масса общества, она вибрирует от страха и понимает, что она неправильно видит жизнь. Жизнь не так устроена. Верхушка показывает, на что она способна и что она готова делать. И мы тоже понимаем, что, ну, видимо, что-то не так, у них тоже как-то болеют. Вот, раз на такие действия идут. Ну, то есть тут все посылают друг другу, тут огромное количество смыслов распаковывается. Третий смысл, что умирают от коронавируса, например, в основном пожилые люди, и мы понимаем, значит, что у нас это, ну, они не защищены, да, и это тоже природный смысл, то есть тело показывает, наше общее, да, общественное тело показывает свои какие-то слабости, то есть где оно требует внимания для того, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы, ну, чтобы мы выжили и так далее, потому что как бы на старших, на старом поколении, на пожилых людях, на них же очень много держится. Это как бы, это корни наших семей, да? Ну и так далее. То есть тут смыслов очень много можно надергать. Это вот надо прям брать это явление. Смотри, как ты можешь. Вот что я сейчас сделал. Я взял это явление, посмотрел разные стороны, которые в нем участвуют. Да, общая часть населения, те, кто больше всего подвержен риску, те, кто это запустил. И просто рисуешь взаимосвязи между ними. И там везде будут проступать какие-то смыслы. Да? Дальше ты их трактуешь с позиции целого. Да? То есть что это значит не только для отдельной группы лиц, а для целого. То есть смерть пожилого человека, например, от коронавируса, не дай бог,
Она для него, для человека означает смерть, непосредственно окончание процесса жизни. Для его родственников там, ну, это, соответственно, горе, да. А для общества в целом она показывает незащищенность. Незащищенность, неготовность нашу, да, неспособность нашу защитить, ну и так далее. Много смыслов.